Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких красивых кошечек. Маленькие, симпатичные, в ярких платьицах. Сейчас возьму одну кошечку и вот так вам ее покажу со всех сторон. Так смотрится кошечка. У этой кошечки мы вяжем отдельно ручки, начинаем вязать ножки, вывязываем туловище, ввязываем ручки и вывязываем голову. Это одна цельная деталь. Далее привязываем юбочку и пришиваем отдельно ушки. И еще вот я привязала вот такой хвостик маленький. Вот такие они милые, красивые, яркие кошечки. Сейчас покажу по сантиметрам. Если по сантиметрам замерять вместе с ушками, получается 9 сантиметров. Игрушечка по размеру небольшая. Это может быть или как отдельная игрушка, или взять карабин. Вот можно одеть карабин, и уже будет такой брелочек. Вот они такие яркие, симпатичные. Вязать их несложно. И давайте вместе с вами сегодня свяжем вот такую красоту. Для игрушки я буду использовать полухлопковую пряжу в 50 граммах 160 метров. И крючок возьму 2 миллиметра. Берем основной цвет и начинаем вязать ручки. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Колечко затягиваем. В первом ряду 7 столбиков. Теперь второй и третий ряд тоже вяжем по 7 столбиков. И вот показываю, провязали, это у нас первый ряд, второй и третий ряд по 7 столбиков. И последний столбик мы довязываем не до конца, а берем цвет платья и меняем цвет пряжи. Основной цвет отрезаем, эти ниточки связываем на 2 узелка. И четвертый ряд вяжем тоже по 7 столбиков. Вот довязываем до конца. Пятый ряд 5 столбиков, 1, 2, 1 вот здесь маркер, 3, 4 и 5. И в конце ряда убавка. Так получилось 6 столбиков. Далее 6, 7, 8 и 9 ряды вяжем по 6 столбиков. И вот по 6 столбиков провязали 6, 7, 8 и 9 ряд. Ниточку отрезаем и вяжем точно такую же ручку самостоятельно. Теперь свяжем ножку, берем основной цвет, снова делаем кольцо амигуруми и ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Здесь провязываем 1 столбик. В следующий прибавка. Одеваем маркер. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, прибавка. В
всего 3 повторения. 1 столбик и прибавка. Получилось 9 столбиков. Теперь 3, 4, 5 и 6 ряды, это 4 ряда, вяжем по 9 столбиков. И вот связали 3, 4, 5 и 6 ряды по 9 столбиков. Получилась такая ножка. У одной ножки мы ниточку не отрезаем, у второй отрезаем. И теперь будем их соединять и вывязывать туловище. Набираем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Присоединяемся к первой ножке. И по первой ножке вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переходим на воздушные петли. Я здесь всегда делаю таким образом. Сейчас покажу, чтобы не было дырочки. То есть вот там, где мы из первой ножки вот так набрасываю петельку на крючок и перехожу теперь на воздушные петли. И здесь сделала накид на крючок для того, чтобы провязать столбик без накида. Вот у меня 3 петельки, я их провязываю одновременно. 1 столбик, 2 по цепочке и 3 столбик я тоже так провязываю. Вот сделала из воздушной петли, чтобы провязать столбик. И здесь, когда буду переходить на ножку, тоже вот так сделала накид. И только я делаю накид там, где вот мы присоединяли. Вот. И сделала 3 столбик без накида. Теперь по ножке 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Здесь по воздушным петлям 3 столбика. 1, 2 и 3. Получилось 24 столбика. Теперь 8 и 9 ряды тоже вяжем по 24 столбика. И вот 8, 9 ряды по 24 столбика. И в последнем столбике меняем цвет пряжи на цвет платья. Переходим на 10 ряд и вяжем 24 столбика розовой пряжей. Эти 2 хвостика связываем между собой на 2 узелка. Теперь 11 ряд вяжем только за заднюю стенку, так как за переднюю будем привязывать юбочку. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Тоже вот только за задние стенки. Так довязываем до конца ряда. Всего 3 повторения. В конце 11 ряда 21 столбик. Теперь 12 и 13 ряды вяжем по 21 столбику. 12 и 13 ряды по 21 столбику.
Также я наполнила уже наполнителем. И 14 ряд. 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Повторяем 3 раза. В конце 14 ряда 18 столбиков. 15 ряд, 1 столбик и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 15 ряда 12 столбиков. Я еще наполнила наполнителем, и в 16 ряду привязываем ручки. 2 столбика, 1, 2, берем первую ручку и за обе стенки руки вместе со столбиками на туловище провязываем 1 столбик. Теперь второй столбик вместе с ручкой и третий. Так, привязали одну ручку. Теперь 3 столбика, 1, 2, 3, берем вторую ручку и привязываем 3 столбиками вторую ручку. 1, 2, теперь второй столбик и третий, и довязываем 1 столбик. Вы смотрите по своей плотности вязания, возможно, вам нужно провязать больше или меньше столбиков для того, чтобы ручки располагались вот в тех местах, где они должны быть. И теперь вяжем 17 ряд. Здесь вяжем 1 столбик, одели маркер, второй столбик и убавка. Так, повторяем 3 раза, и в конце 17 ряда будет 9 столбиков. И берем наполнитель, дозаполняем наполнителем. Теперь переходим на основной цвет. Это 18 ряд. Присоединили ниточку. Эти хвостики свяжем на 2 узелка. И из каждого столбика теперь вывязываем по прибавке. Вяжем так до конца ряда. В конце 18 ряда 18 столбиков. 19 ряд, 2 столбика, 1, 2 и прибавка. 6 повторений. В конце 19 ряда 24 столбика. 20 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3 и прибавка. Повторяем 6 раз. В конце 20 ряда 30 столбиков. И по 30 столбиков провязали 21, 22 и 23 ряды. Переходим на 24.
3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 24 ряда 24 столбика. И по 24 столбика провязали 3 ряда: 25, 26 и 27. Также я вставила глазки на безопасном креплении. Они 6 миллиметров, располагаются между 24 и 25 рядами, и между глазками 3 столбика. И также наполнила наполнителем. Теперь следующий ряд — это 28. 2 столбика, 1, 2, и после 2 столбиков убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 28 ряда 18 столбиков. 29 ряд, 1 столбик и убавка. Так повторяем 6 раз. И в конце 29 ряда 12 столбиков. Еще дозаполняем наполнителем, и последний 30 ряд — это 6 убавлений подряд. Теперь прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Дошли до того места, с которого начинали. Ниточку затягиваем, вкалываем в середину и выводим сбоку. И вот такая основа для игрушки. Теперь будем вязать юбочку. Разворачиваем вот так игрушку, и за передние стенки, которые у нас остались, присоединяем пряжу цвета платья, 3 воздушных петли для подъема, это у нас как один столбик с накидом. И теперь из каждой петельки я вывязываю по 3 столбика с накидом. Это для того, чтобы юбка была более пышная. Можно вязать и по 2 столбика. Тогда она будет, конечно, не такая пышная. Я вяжу по 3. 1 из этой же петельки, 2 столбик с накидом, и из этой же петельки 3 столбик с накидом. И вот так вяжу до конца ряда. И вот в конце ряда делаем соединительную петлю. Вот получается такая пышнота. Теперь 2 воздушных петли для подъема, и в каждый столбик предыдущего ряда я провязываю полустолбик с накидом, уже без прибавок. И вот так довязываю до конца ряда. И вот получилась такая пышная юбочка. Все ниточки я спрятала вовнутрь изделия. Свяжем ушки. Берем цвет основной, цвет тела, делаем кольцо амигуруми и в него ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду получилось 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Вяжем 2 столбика, 1, 2,
И после 2 столбиков прибавка. Так вяжем до конца ряда. Будет 2 повторения. 1 столбик, 2 столбик и прибавка. Получилось 8 столбиков во втором ряду. Третий ряд. 1 столбик. В следующий вяжем прибавку. Так вяжем до конца ряда. 1 столбик, прибавка. Всего получится 4 повторения и в конце третьего ряда 12 столбиков. Четвертый ряд вяжем 12 столбиков. Довязываем их до конца ряда. И оставляем ниточку для пришивания. Вот получается такое ушко. Второе точно такое же, вяжите самостоятельно. Свяжем хвостик, 7 воздушных петель и оставляем вот такой небольшой хвостик нитки. 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую воздушную петлю от крючка вяжем столбик без накида и довязываем так 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ниточку вот так отрезаем, тоже оставляем хвостик. Теперь берем нашу игрушку, там где должен располагаться хвостик. Так, берем одну ниточку, протягиваем в одну сторону. А вторую ниточку тоже под этот же столбик. Так в обратную сторону. И вот так я делаю 2 узелка. И прячу эти ниточки вовнутрь изделия, и получается вот такой хвостик. Теперь сделаем утяжку. Внизу у головы вставили ниточку, оставляем хвостик, переходим на второй уголок этого же глазика и выводим ниточку через один столбик от той ниточки, которую мы оставили. Точно так же делаем со вторым глазом. И теперь берем ниточки, подтягиваем их, завязываем на один узелочек, переходим на второй глаз, делаем точно такую же утяжку, смотрим, чтобы она была одинаковая, и завязываем по второму узелку и прячем эти ниточки вовнутрь изделия. Теперь берем ушки и прикладываем их в тех местах, вот где должны располагаться ушки. Так, одно ушко, здесь будет второе. И теперь пришиваем вот за основную деталь. Теперь за столбики на ушках. Ниточку подтянули, снова основная деталь за голову и за столбики на ушках. Основная деталь. Как вы видите, я их
прикрепила немного такой дугой, сделала. И вот так пришиваем одно ушко до конца. И переходим потом на второе. Так, дошили. Еще немножечко. Пришили одно ушко, делаем закрепочку, узелок, берем второе ушко и пришиваем. И теперь осталось оформить мордочку, все повышивать. Я беру тоненькую ниточку, она почти как швейная. И вот так вышиваем перемычку, которая на носике. Вот оставляю здесь небольшой хвостик для того, чтобы можно было завязать. Вот так. И теперь вышиваем сам носик. И вот здесь делаем несколько стежков. Вот получился такой носик. Теперь вышиваем усики. Один поменьше, второй побольше, и переходим и теперь с обратной стороны тоже вышиваем такие же усики. И вот я еще вышила реснички и бровки, и получилась такая симпатичная кошечка. По желанию можно дополнить декор, связать или бантик, или приклеить также на платьице. И можно взять карабин, одеть карабин, и будет такой уже брелочек. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!